Это мой кондиционер. Вот такого типа кондиционеры называются оконные. Они все еще распространены здесь, в Индии. И, кстати, они очень распространены еще в США. Потому что их очень удобно, быстро можно установить в эти дома на колесах, которые популярны в Америке. В отличие от сплит-систем, у них есть некоторые преимущества, главное из которых это цена и простота установки. Главный недостаток – они довольно сильно шумят. В отличие от сплит-системы, здесь все находится в одном и том же корпусе. По сути, компрессор у вас по духам всегда. Даже когда компрессор выключается при достижении нужной температуры, все равно он довольно сильно ощутимо шумит. Соответственно, появилась идея сделать устройство, которое бы управляло работой кондиционера по расписанию. Электричество здесь очень дорогое. Если просто оставить кондишку включенной на весь день, то, грубо говоря, останешься без штанов. Ну и, к примеру, ночью мне не нужно, чтобы кондиционер был включен постоянно. Включился, поработал, например, 10 минут и, скажем, выключился на полчаса. Потом снова включился и так по кругу по заданной программе. Вот сейчас вы видите устройство, вернее его макет, который я сделал на Arduino Nano. Вот это инфракрасный излучатель, обычный инфракрасный светодиод. Можно взять ИК-светодиод от любого старого пульта. 3 разноцветных светодиода показывают 6 режимов работы. Я сделал 6 различных вариантов в сочетании пауза-работа. Хотя на самом деле, наверное, практически пользуюсь только 3. Один ночной режим, другой дневной и дневной для сильной жары. Управляется устройство вот этой одной кнопкой. И также мы будем часто использовать встроенную в плату кнопку Reset. Вот эту кнопку сброса. Для чего вам будет понятно, когда мы с вами будем разбирать программу. Здесь нет ничего лишнего. Можно было, конечно, сделать с жидкокристаллическим дисплеем, с кнопками выбора режима, но мне, в общем-то, это было не нужно. Главное для нас это выяснить, как управлять кондиционером или любым другим устройством с неизвестным протоколом по инфракрасному порту. Потом вы сможете изменить прошивку под свои нужды. Чтобы прочитать сигнал с пульта дистанционного управления, нам понадобится вот такой маленький модуль инфракрасного приемника. Такие модули обычно входят в разные стартовые наборы Arduino. Кроме того, его можно купить на AliExpress, либо просто где-то в магазине радиодеталей. На самом деле это не просто инфракрасный фотодиод, это такая микросхема фактически. Для нее нужно питание, поэтому подключаем к плате Arduino 3 проводами. Можно использовать ту же самую плату Arduino, которую впоследствии будете использовать для управления кондиционером. Я использую 2 разные платы только для этого ролика, потому что устройство у меня уже готово, оно управляет кондиционером. Вот прямо сейчас, в данный момент времени, я постоянно его использую. К Arduino подключаем так, как показано здесь на схеме. Это наш инфракрасный приемник. У этого модуля есть вывод, помеченный буквой S. Это вывод данных. Подключаем его к пину D2 платы Arduino. Это может быть Arduino Uno или Arduino Nano. Распиновка у них в принципе одинаковая. Средний вывод – это питание модуля. Подключаем на плюс 5 вольт платы Arduino. И оставшийся вывод – это земля. Подключаем к земле платы, помеченной GND. Включился кондиционер. Как вы поняли, друзья, это пульт от моего кондиционера. Протокол, по которому он работает, неизвестен. Я несколько часов искал в интернете, так толком ничего полезного я не нашел по вот этому производителю Voltas. Voltas — это чисто индийский производитель, подразделение концерна Tata, которое делает автомобили, ну и заодно кондиционеры. Поэтому будем использовать хитрый метод, который позволяет управлять любым устройством по инфракрасному порту, даже тем устройством, протокол которого мы не знаем. Конечно, для этого потребуется пульт на первом этапе, чтобы прочитать его сигнал и проанализировать его. Если у вас нет пульта, к сожалению, этим методом воспользоваться не получится. Если у вас есть устройство, пульт от которого утерян или сломан, то вам придется либо найти пульт, либо уже искать конкретно, разбираться с протоколом передачи данных для этого устройства. Первым делом мы должны загрузить в плату Arduino специальный скетч приемника, который позволяет прочитать любой сигнал с любого пульта и запомнить его.
Для того, чтобы все это заработало, чтобы мы смогли откомпилировать все наши скетчи, наши прошивки, нужно скачать несколько библиотек и установить их в среду Arduino. Все эти библиотеки вы сможете скачать по ссылке в описании. Они находятся в одном архиве. Вам нужно будет установить эти библиотеки в среду Arduino вручную. Распаковываете архив и копируете эти библиотеки в папку библиотек Arduino по умолчанию. Это 7 библиотек, 7 папок, и вот они сейчас выделены у меня в этой папке. По умолчанию эта папка находится по следующему пути. Диск C, Users, имя вашего пользователя, Documents, Arduino, Libraries. Просто распаковываем архив, находим эти 7 библиотек, копируем эти папки в эту папку библиотек Arduino. После этого можно запускать оболочку Arduino, эти библиотеки уже будут доступны для ваших скетчей. В оболочке Arduino открываем скетч, который называется Receiver, приемник. Подключаем эту конструкцию, плату Arduino к компьютеру по USB-порту. Еще раз напомню, что вывод S датчика мы подключаем к пину 2 платы Arduino Uno или Nano, без разницы. Противоположный вывод к земле, а средний вывод к плюсу питания платы Arduino. Возвращаемся к нашей первой программе. Скетч довольно короткий, вот он сейчас весь на экране. Все, что делает эта программа, она ждет какого-либо сигнала на инфракрасном датчике. При поступлении этого сигнала, когда мы нажимаем любую кнопку на пульте дистанционного управления, контроллер посылает эти данные в виде последовательности байтов в наш компьютер в терминал последовательного порта. Нам нужно будет просто скопировать эти данные и сохранить где-то в текстовом файле. В меню Tools выбираем тот COM-порт, на котором висит наша плата. В данном случае у меня это COM19. У вас, скорее всего, будет COM-порт с каким-то другим номером. Также проконтролируем, чтобы у нас была выбрана правильная плата Arduino. В данном случае у меня это Arduino Uno. Далее отправляем наш скетч в плату Arduino, нажимаем вот эту иконку Upload. Либо можно в меню выбрать Sketch Upload. Наблюдаем, что у нас идет компиляция. После этого скетч прошивается в память микроконтроллера. Если вы сделали все правильно, установили все нужные библиотеки, то никаких ошибок не будет. Идем в меню Tools и запускаем Serial Monitor. Сюда будут поступать сообщения от нашей платы. В программе у нас скорость порта 9600, а в терминале у меня стоит 115-200 вот здесь, поэтому нужно поменять эту частоту на ту самую 9600. Давайте на всякий случай нажмем кнопку «Сброс» на плате Arduino. Вот, я нажал на кнопку «Сброс». Видим, как в наш терминал выводится строка «Ready to receive IR signals». Это означает, что контроллер готов принимать сигналы с пульта дистанционного управления. Давайте включим кондиционер, как бы. На самом деле я кондиционер выключил вообще из сети, чтобы не дергать его. Давайте посмотрим, что произойдет, когда я нажму на кнопку, вот эту, на кнопку питания. Видим, что все успешно прочиталось. Контроллер вывел в терминал сюда блок данных, и видим, что длина этого блока 162 значения для вот этого конкретного пульта. На самом деле это так называемые сырые данные, raw data. И все вот эти числа означают просто временные промежутки в микросекундах между импульсами, которые приходят с пульта управления. Все, что нам нужно знать, это то, что вот эта данная конкретная посылка включает кондиционер. Мы понятия не имеем, что делает каждое значение. Собственно, это и не байты, это временные промежутки. Также нужно иметь в виду, что при нажатии на любую кнопку на пульте управления передаются все, абсолютно все настройки кондиционера. Скорость вентилятора, температура и так далее. Какие вот есть параметры у кондиционера, все передаются. Даже когда вы просто включаете или выключаете кондиционер, вместе с командой «включить» и «выключить» передаются вот в этой посылке все, абсолютно все его параметры. Из этого следует одна неприятная вещь. Например, мы настроили пультом какую-то другую температуру на кондишке, а потом наша Arduino включила его, то температура сбросится на ту, которая была установлена, когда мы считывали вот этот блок данных. Это один из недостатков данного метода.
Давайте еще раз на пульте нажмем на кнопку питания, чтобы поймать команду выключения кондиционера. Нажимаем и считываем следующую команду. Теперь просто сохраняем вот это все, что мы получили, вот эти две команды, где-то в текстовом файле на нашем компьютере. Есть у меня вот такой стандартный китайский пульт дистанционного управления. Давайте ради интереса посмотрим, что прочитает наша прошивка вот с этого пульта. Вот, например, я нажимаю здесь на кнопочку плюс. Опа! Видим, что у этого пульта вот такой довольно короткий блок данных. Это не имеет большого смысла, только вот так посмотреть ради примера, потому что система команд вот таких пультиков, она известна, мы можем управлять каким-то устройством нашим самодельным с помощью вот такого пульта обычным нормальным образом. То есть, проблем вот с такими пультами нет. Теперь собираем на базе Arduino вот такое устройство для управления кондиционером, или любым другим устройством по следующей схеме. Показываю на примере Arduino Nano, но это может быть также и, например, Arduino Uno. Нумерация пинов остается та же самая. 3 светодиода разного цвета показывают 6 режимов работы. Красный, синий и зеленый светодиод подключены через резисторы на 330 Ом к пинам D4, D5 и D6 платы Arduino. Также у нас есть инфракрасный светодиод, который служит источником сигнала управления для кондиционера. Можно взять такой светодиод от любого старого пульта дистанционного управления. Я использовал вот такой готовый модуль от набора Arduino. На этой маленькой платке один-единственный светодиод, и больше там ничего нет. Светодиод, или можем называть его инфракрасный передатчик, подключен к плате Arduino через токоограничивающий резистор на 100 Ом. Чем меньше сопротивление этого резистора, тем больше будет мощность передатчика, и тем с большего расстояния можно будет управлять кондиционером. С таким диодом и резистором на 100 Ом я проверял до расстояния примерно 1,5 метра. Может быть, и на большем расстоянии будет работать, не тестировал. Поскольку у выводов контроллера Mega 328 есть ограничение на максимальный выходной ток, то в случае, если вы хотите увеличить дальность до нескольких метров, лучше включить светодиод через дополнительный транзистор. Также у нас есть кнопка, подключенная к пину D7. Как видим, она включена без подтягивающего резистора, потому что используется внутренний подтягивающий резистор микроконтроллера. Также мы будем использовать кнопку сброса, которая находится на самой плате Arduino, и также у нас задействован встроенный в плату светодиод. Открываем скетч, файл, который называется Voltas AC V3.1. Вот этот файл. Открываем. Предыдущий можно закрыть. Видим, здесь в самом начале подключены две библиотеки, вот такие. У вас может возникнуть вопрос, зачем мы установили 7 библиотек, хотя здесь вот у нас использовано только 2. Дело в том, что остальные библиотеки являются зависимостями для вот этих двух библиотек. То есть вот эти две не будут работать без тех остальных. В нашем скетче будет использована энергонезависимая память контроллера от Mega 328 или EEPROM. Здесь мы подключаем стандартную библиотеку EEPROM для работы с этой энергонезависимой памятью. Дальше мы объявляем 3 пина для работы с нашими 3 светодиодами D4, D5 и D6 для, соответственно, красного, зеленого и синего светодиода. Вот этот пин 13 – это встроенный в плату Arduino светодиод. Мы тоже будем его задействовать. Дальше мы объявляем входной пин для кнопки. Кнопка подключена к пину Arduino D7. Вот этот раздел On-Off Timings, здесь я объявляю свои времена задержки. Как я говорил, у нас 6 разных режимов. Off-time – это время паузы, и on-time – это время работы. Когда я делал самую первую версию этой прошивки, у меня было всего 3 предустановки. То есть у меня было минимальное время работы кондиционера, среднее и максимальное. Потом впоследствии я добавил еще 3. Вот это E1, то есть дополнительное экстра 1, E2 и E3. Для режима min у нас константа min of time прописана 60 минут.
а min on time 10 минут. 60 минут у нас кондиционер выключен и 10 минут он у нас работает. Этот режим у нас индицируется красным светодиодом. Средний режим я задал 45 минут время простоя и 15 минут время работы. Вот, кстати, сейчас, когда у нас стало не очень жарко, днем я использую именно вот этот режим работы. Он у меня индицируется зеленым светодиодом. Дальше режим Max у меня это 30 минут работа, 30 минут простой, то есть поровну. Впоследствии я добавил еще 3 предустановки. Это 30 минут работа, 10 минут простой, а потом 20 минут работа, 10 минут простой и 10 минут работа, 10 минут простой. Вы можете задать здесь свои интервалы работы. Вам для этого просто нужно поменять вот эти значения. Они здесь задаются в минутах. Здесь у нас определена переменная max modes, то есть максимальное количество вот этих режимов, с учетом того, что первый режим у нас индекс его 0. То есть от 0 до 5, итого 6 режимов. Дальше вот эта константа у нас объявляет количество миллисекунд в 1 минуте. В 1 минуте у нас 60 тысяч миллисекунд. Так как у нас вот здесь в отработке задержек временные интервалы задаются функцией delay, то мы должны использовать именно миллисекунды. Для вот этой функции время нужно задавать именно в миллисекундах. Поэтому мы вот здесь объявляем константу, сколько у нас в минуте миллисекунд. И потом программа будет у нас вычислять конкретное количество миллисекунд, просто умножая вот это число на какое-то из вот этих чисел, чтобы у нас как раз задержка была именно столько минут, сколько нам нужно. Здесь есть закомментированная строка, это мы используем во время отладки программы. Когда я все это проверял, как оно работает, естественно, каждый раз ждать 10 минут там, или 30 минут мне не очень хотелось. Соответственно, что я делал? Я закомментировал вот эту строку и раскомментировал вот эту строку. Соответственно, у нас количество миллисекунд в 1 минуте становилось 100. Естественно, это неправильное значение, но таким образом у нас очень сильно уменьшались временные задержки. Можно было запустить программу и на каких-то приемлемых промежутках времени убедиться, что все работает, и потом обратно все вернуть. То есть закомментировать эту строку и раскомментировать вот эту. В нашей программе мы будем использовать всего лишь одну ячейку энергонезависимой памяти, которая есть в микроконтроллере от Mega 328. В этой ячейке с адресом 0, вот здесь в этой константе прописан адрес ячейки, это нулевая ячейка, то есть самая первая ячейка. В этой ячейке мы будем сохранять наш текущий режим работы. Это очень важно для функционирования нашей программы. Дальше мы объявляем вот такую константу, это длина блока данных для управления нашим кондиционером. То есть фактически это то, что мы вот здесь прописали в этом текстовом файле, когда считывали посылки пульта дистанционного управления с помощью предыдущего скетча. Просто вот это все мы копируем в наш скетч. Вот это объявление длины, 162 значения вот в этом массиве, и, соответственно, объявлены два массива с данными. Вот они. Первый массив у нас называется rough data on. Это вот именно команда для включения нашего кондиционера. И второй у нас называется rough data off. Это команда для выключения нашего кондиционера. Дальше вот в этой важной строке мы объявляем переменную IRSender типа IRSenderRough. Фактически это объект, который объявлен в одной из библиотек внешних, которые мы с вами установили в самом начале. Библиотек для работы с инфракрасным портом. Дальше мы объявляем переменную mode, то есть режим, размером 1 байт. Это байт, в котором хранится код нашего текущего вот этого режима работы. Эта переменная нам также пригодится для того, чтобы мы запомнили в энергонезависимой памяти текущий режим. Здесь вот как раз все это и прописано у нас. 0 это минимальный режим, 1 это средний, 2 максимальный и 3 дополнительных режима. Дальше вот в этих двух строках у нас прописаны две переменные on time и off time. Это фактическое время в миллисекундах, когда кондиционер включен, и время, когда кондиционер выключен. Следом мы объявляем функцию AC on.
Эта функция как раз и осуществляет передачу блока данных через инфракрасный порт. Собственно, это происходит вот в этой строке. Мы вызываем вот этот метод объекта IRSender вот с такими вот параметрами. RAW-DATA-ON – это как раз массив, в котором содержится команда включения кондиционера. Первым параметром мы это передаем. Дальше мы передаем значение длины. Вот она у нас здесь объявлена. RAW-DATA-LEN 162. И вот это еще важное число 36. Вот это частота в килогерцах, на которой работает наш пульт дистанционного управления. Поскольку частота нам это заранее неизвестна, мы ничего не знаем про эту частоту, но мы знаем, что есть ряд стандартных частот. В основном все устройства работают на одной из вот этих частот. 36, 38, 40, 42, 48 и 56 кГц. Я опытным путем определил, что мой кондиционер срабатывает, когда я устанавливаю здесь частоту 36 кГц. У вашего устройства может быть какая-то другая частота вот из этого ряда. Есть, кстати, скетчи, специальные программы, которые позволяют определить эту частоту, но мне ими пользоваться не пришлось. Следующая функция, она похожа на эту. Называется она AC Off. Все абсолютно то же самое, только она не включает кондиционер, а выключает. То есть у нас в функцию IRSender.send передается уже массив данных RAW-DATA-OFF, то есть тот, который выключает наш кондиционер. Также у нас здесь включается, либо выключается встроенный в плату Arduino светодиод. Либо включено, либо выключено. Если включено, то у нас светится светодиод встроенный. А если выключено, то у нас он погашен. Когда мы подаем питание на плату Arduino или нажимаем на кнопку «Сброс», в первую очередь выполняется вот эта функция Void Setup. Настраивается последовательный порт на скорость 9600 baud. В этой строке мы объявляем пин, к которому подключена наша кнопка, как вход, и именно вход с подключенным внутренним подтягивающим резистором. Дальше вот эти три пина мы объявляем как выходы, к ним подключены наши светодиоды, в том числе и внутренний встроенный светодиод. Потом мы делаем задержку времени. Для чего нужна вот эта задержка времени в 2000 миллисекунд или в 2 секунды? Дело в том, что если мы вот за это время, за эти 2 секунды ничего не будем нажимать, никаких кнопок, у нас автоматически начнет отрабатывать наша главная программа, вот этот основной цикл, то есть начнет работать кондиционер, включится на заданное время, через заданное время он выключится, и все это будет повторяться, то есть начнется рабочий цикл. Однако, если мы хотим поменять текущий режим работы, то вот за эти 2 секунды мы должны успеть нажать нашу вот эту дополнительную кнопку, которая есть у нас в нашей схеме. То есть мы нажимаем на кнопку «Сброс», либо подключаем питание и сразу же нажимаем и удерживаем нашу дополнительную кнопку. И вот здесь прописано, что если при включении или сбросе нажата кнопка, то переходим в режим установки текущего режима работы. И если кнопка нажата, то мы переходим в функцию Mode Setup. По факту это цикл выбора тайминга работы кондиционера. Как только наша программа попадает в эту функцию, мы уже из нее никогда не выходим. Здесь у нас бесконечный цикл. Когда мы сюда попадаем, первым делом мы мигаем 5 раз всеми светодиодами. Это нужно для того, чтобы мы поняли, что мы с вами попали в режим установки. Дальше мы просто нажимаем на кнопку и один за другим последовательно переключаем все наши 6 режимов. Но первым делом мы проверяем нулевую ячейку EEPROM. Если в ней что-то больше, чем Max Mode, то есть если в этой ячейке некорректное значение, а в ней должен находиться наш текущий режим работы, то мы записываем туда 0. То есть как бы режим по умолчанию, минимальный режим по умолчанию. В основном вот в это условие мы будем попадать при самом первом включении при чистом микроконтроллере. У нас в нулевой ячейке EEPROM будет записано, скорее всего, значение FF, то есть 255 для чистого микроконтроллера, либо вообще какое-то левое значение, если мы уже для чего-то использовали EEPROM на данной плате Arduino. После всех этих манипуляций мы уже считаем, что в EEPROM у нас какое-то корректное значение,
какой-то режим уже был раньше записан туда. И пытаемся считать это значение из EEPROM. И дальше, в зависимости от значения вот этой переменной мод, мы включаем нужный светодиод, либо, как в нашей версии программы, сочетание светодиодов. То есть у нас первые 3 это светодиоды красный, синий, зеленый, а остальные 3 это сочетание. Этот цикл позволяет нам, последовательно нажимая на кнопку, выбирать, просто переключать, перебирать все режимы возможные. А контролировать мы это можем по включениям светодиодов. Смотрим, какие светодиоды включены. Соответственно, у нас есть таблица, или мы просто помним, какому сочетанию светодиодов, какому цвету соответствует какой режим работы. И какой нужно, мы выбираем. Причем каждый раз при выборе кнопкой нового значения, нового режима, этот режим сохраняется у нас в энергонезависимую память вот этим методом EEPROM Update. Каждый раз при нажатии кнопки выбирается новый режим работы, новое сочетание паузы и работы кондиционера, и код этого режима сохраняется в нулевую ячейку энергонезависимой памяти. Поскольку у нас вот этот цикл бесконечный, мы не можем из него выйти никаким образом в программе находясь, то после того, как мы выбираем нужный нам режим, нужное сочетание времени и работы, мы просто сбрасываем микроконтроллер, нажимаем ему кнопочку Reset. А наш выбранный режим сохранился в энергонезависимой памяти, мы перескакиваем вот сюда, в основной цикл. И в зависимости от текущего режима у нас включается нужная выдержка времени. Вот, собственно, и все, как работает эта прошивка. Как видите, огромное значение здесь играет именно сохранение режима работы в энергонезависимую память, чтобы после сброса мы могли восстановить наш режим работы. Выбрали режим, сбросили контроллер, и он вошел в рабочий режим. Начинается цикл включения и отключения. В общем-то, довольно хитроумно я все это сделал именно для того, чтобы сделать саму вот эту плату, саму эту конструкцию как можно проще. Чтобы все это можно было управлять одной единственной кнопкой, и чтобы все это можно было наблюдать всего лишь на 3 светодиодах. Все файлы проекта, то есть библиотеки для Arduino, сами эти скетчи вы можете скачать. Ссылка на архив будет в описании. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. До свидания, друзья. С вами был Олег и моя электронная кошка Рокси на канале MBS Electronics.